Как сделать декоративный бетон? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Архитектурный бетон активно используется не только в области строительства, но и ландшафтного дизайна. Примечательно, что декоративные изделия из бетона имеют большую пластичность и высокий уровень прочности. С помощью декоративного штампованного бетона можно быстро изготовить садовые дорожки и площадки, которые успешно заменят тротуарную плитку. Готовые изделия из декоративного бетона своим внешним видом напоминают плитку, однако стоят гораздо дешевле и имеют более длительный срок эксплуатации. Декоративный бетон великолепно имитирует внешний вид натуральных поверхностей. Например, оригинально смотрится бетон под дерево, натуральный камень или мрамор. Художественный бетон выполняет опорную и эстетическую функции. Благодаря входящим в состав полимерам он может использоваться не только для создания, но и для декорирования уже имеющихся объектов. В зависимости от их состава изделия из декоративного бетона могут быть более конструктивными – геометрический бетон, декоративными или художественно-декоративными – скульптурно-бетонная смесь. Популярный штампованный и цветной бетон – разновидности художественного бетона. Благодаря своей податливости в незастывшем виде бетон может легко имитировать различные поверхности. Для этого следует использовать специальные штампы – металлические, полиуретановые. Это так называемый прессованный бетон – пресс-бетон, который легко можно создать своими руками. В зависимости от функционального назначения архитектурный бетон, состав которого можно изменить, например, с помощью суперпластификаторов или большого количества минеральных добавок, улучшит свои декоративные или конструктивные качества. Любой декор из бетона в обязательном порядке покрывают слоем защитного покрытия, которое создает более прочную поверхность, устойчивую к стиранию и механическим или химическим повреждениям воздействию ультрафиолетового излучения. Приступая к изготовлению площадки или садовой дорожки из бетона, следует тщательно подготовить участок и составить проект. Прежде всего следует установить деревянный опалубок, которым ограничивается место заливки. Поверхность участка очищается от мусора и покрывается плотной полиэтиленовой пленкой, устанавливается ливневая канализация. Затем для предотвращения разрушения бетонной конструкции устанавливается арматурная сетка, на которую заливается бетон. При желании в бетонный раствор можно добавить небольшое количество армирующих полипропиленовых волокон. Это предотвратит появление трещин на поверхности и в процессе высыхания и эксплуатации. Чтобы изготовить декоративный бетон своими руками, вам потребуется высококачественный цемент, можно и серый, но более предпочтителен цемент белого цвета, песок кварцевый, каменная крошка, окрашивающие пигменты, пластифицирующие добавки. Все ингредиенты следует смешать, предварительно просеяв через мелкое сито. Это делается для большей однородности сухой смеси и исключения комков и посторонних примесей. Затем осторожно влить воду небольшими порциями. Пропорции ингредиентов зависят от многих факторов. Прежде всего, это выбранная технология, марка используемого цемента, вид готового изделия. К подбору марки бетона следует подходить со всей ответственностью, поскольку от таких качеств, как морозостойкость и прочность, зависит качество готовой площадки. Оптимальным вариантом будет бетон марки М, М300, М400, М500. Бетон тщательно разравнивается и утрамбовывается виброрейкой, роллером. Корректировку верхнего слоя незастывшего бетона осуществляют с помощью специального инструмента – гладилки. После того, как бетон схватился, на его поверхность наносят цветной закрепитель. После нанесения верхний слой следует разровнять, который придает покрытию желаемый цвет. Так можно сделать цветной бетон самостоятельно. Не забывайте, что все работы следует выполнять при плюсовой температуре в сухую погоду. Когда бетон застынет, выполняется штамповка. Для нанесения необходимого рельефа используют специальный трафарет для бетона. Рисунок переводится на поверхность путем утрамбовки. В некоторых случаях доработку узоров выполняют специальными валиками. Поскольку теснение – самый популярный способ изготовить штампованный бетон своими руками, в процессе работы, чтобы штампы для бетона не прилипали к поверхности, на него наносят специальный разделительный компонент в виде порошка. Для максимальной реалистичности штампы должны находиться на бетонной поверхности длительное время, до ее окончательного застывания. После их удаления бетон промывают водой и покрывают специальным защитным слоем. На завершающем этапе декоративный печатный бетон покрывают слоем защитного лака. Это позволяет улучшить внешний вид покрытия, сделает его более устойчивым к механическим воздействиям, атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.
Например, изготовленный таким способом бетон успешно выдерживает резкие температурные перепады, не деформируется и не теряет яркость. Выполняя данные рекомендации, вы легко сможете изготовить печатный бетон своими руками. Для того, чтобы изготовить декоративный камень из бетона, вам потребуется деревянный ящик подходящего размера, герметик силиконовый, пластификаторы, присадки, кварцевый песок, крошка мрамора, цемент, плитка с декоративной поверхностью под камень, плоская кисть. Из бетона легко сделать каменные блоки, используемые в декоративных целях. Для начала следует сделать или подобрать форму для заливки. Деревянный ящик подходящего размера обмазывают изнутри толстым слоем силиконового герметика. Чтобы в процессе нанесения не образовывались пустоты, герметик прижимают и проглаживают мокрой плоской кисточкой. На слой герметика прикладывается плитка, имитирующая каменную поверхность, лицевой стороной вниз. Такие несложные манипуляции позволяют создать качественную имитацию натурального камня из бетона своими руками. Во избежание прилипания к герметику плитку предварительно следует смазать солидолом. Если вам не удалось приобрести подходящую плитку, вместо нее можно использовать натуральные камни, которые размещают на некотором расстоянии друг от друга. После высыхания силикона плитку камни извлекают, а полученный рельеф используют в качестве трафарета. Для приготовления бетонного раствора следует смешать портланд-цемент, кварцевый песок, каменную крошку с водой в рекомендованной производителем пропорции, добавить пластифицирующее вещество. Для дополнительной прочности готового изделия можно добавить небольшое количество армирующего волокна. Консистенция раствора не должна быть слишком жидкой, а должна напоминать густое тесто на оладьи. Небольшое количество раствора наливают на дно формы, для большей прочности укладывают сетку из арматуры. Затем все это заливают оставшейся частью бетонного раствора и оставляют до окончательного высыхания. Приготовленные таким образом декоративные блоки используются для отделки тротуаров, бордюров, дорожек, полов. Кроме того, технология с интригующим названием FlexBeton позволяет абсолютно реалистично имитировать различные виды поверхностей, начиная от коры дерева и заканчивая гранитной или даже состаренной поверхностью. Данная декоративная технологическая система поможет вам сделать свой дом или двор уникальным. Для приготовления раствора FlexBeton необходимо смешать готовую сухую смесь с небольшим количеством воды. Правильно приготовленный раствор имеет удобную для работы консистенцию и не прилипает к рабочему инструменту. Обработка-доработка поверхности может длиться в течение суток после замеса и нанесения раствора. После высыхания поверхность окрашивают с помощью кисти, валика, распылителя. Из бетона можно изготовить множество изделий и архитектурных элементов. Особое место среди таких изделий занимают колонны из бетона, которые могут быть не только декоративными, но и несущими элементами строения. Несмотря на простоту технологии, работа с декоративным цементом требует наличия определенных навыков и соответствующего опыта. Однако при соблюдении всех рекомендаций вы легко сможете самостоятельно создать красивую площадку или садовую дорожку из арт-бетона. Несмотря на стереотипы, бетонные полы могут быть не только унылого серого цвета, но и иметь разнообразные красочные оттенки. Несмотря на кажущуюся сложность, цветной бетон своими руками сделать довольно просто. Для достижения желаемого результата можно использовать один из указанных способов. В процессе замеса бетонного раствора пигмент можно добавлять как в сухом, так и в жидком виде. Данный способ больше всего подходит для придания необходимого цвета тротуарной плитке, бордюрам, брусчатке. Напыление отлично подходит для имитации рисунков, различных узоров или изображений. Необходимая яркость цвета или фактура поверхности достигаются благодаря использованию кислотного красителя, который может наноситься в несколько слоев или с помощью специального трафарета. Покрытие затвердевающей поверхности пигментом, смешанным с проникающей базой или лаком. Этот способ оптимален, если вы хотите иметь красивые бетонные полы. Итак, технология создания декоративного бетона имеет свои особенности, но его популярность полностью оправдана высокой функциональностью и эстетичностью. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.